Вторую мировую войну армия Соединенных Штатов Америки встретила с бронетранспортерами М2 и М3. Эти машины оказались на редкость удачными, их поставляли по ленд-лизу в армии стран антигитлеровской коалиции, а после окончания войны они еще долго воевали в локальных войнах. Однако, по мнению американских генералов, такие БТР с открытым верхом устарели и настоятельно требовали замены на более современные бронетранспортеры. Сразу после окончания Второй мировой войны конструкторы в США начали работу над новыми образцами бронетехники. К тому времени военно-транспортные самолеты могли перебрасывать по воздуху не только пехоту, но и боевую технику. Бронетранспортеры нового поколения должны были быть авиатранспортабельными и уметь плавать. Задача, поставленная перед конструкторами, оказалась непростой, но они с ней успешно справились. В 1956 году фирма FMC получила заказ на разработку универсального гусеничного шасси, которое бы стало основой для тяжелого бронетранспортера, способного перевозить отделения солдат в полной экипировке. Пентагону нужен был своего рода боевой автобус, на котором пехотинцы могли бы передвигаться по полю боя. Ну и также никогда не подписывайтесь на мой Бусти, так как вас может шокировать контент, который я там выкладываю. Ладно, продолжаем. Конструкторы фирмы разработали несколько опытных вариантов бронетранспортера, которые, помимо прочего, отличались друг от друга материалом, на основе которого изготавливалась их броня. Предпочтение отдали боевой машине не с обычной, стальной, а с алюминиевой броней. Испытания показали, что вариант с толстой алюминиевой броней при меньшем весе обеспечивает тот же уровень защиты экипажа и десанта, что и вариант с привычной стальной броней. Фирме FMC был выдан заказ на постройку опытных прототипов. Для сравнительной оценки всех вариантов были заказаны сразу 16 прототипов, 10 бронетранспортеров, 2 самоходных миномета, 3 носителя противотанковых управляемых ракет и 1 базовое шасси. Изготовленный FMC макет был представлен армейской комиссии в октябре 1956 года, а в 1957 году фирмой были собраны первые прототипы бронетранспортера. После проведения всех необходимых доработок в 1960 году улучшенная версия бронетранспортера Т-113Е1 была официально принята на вооружение армии США под обозначением М113. Первоначально это была боевая машина с бензиновым двигателем, но уже в 1964 году из серийного производства ее вытеснила модель Т-113Е2, принятая на вооружение под обозначением М113А1. На этом БТР был установлен дизельный двигатель. Серийное производство М113А1 продолжалось вплоть до 1979 года. Число машин, выпущенных по заказу армии США как для собственных нужд, так и на экспорт, составило более 23 тысяч единиц. Помимо этого, некоторое количество бронетранспортеров было выпущено фирмой FMC для самостоятельной продажи на экспорт. Общее количество выпущенных бронетранспортеров М113, включая машины на его базе, составило более 88 тысяч единиц. По состоянию на 2022 год они используются более чем в 44 странах мира, включая США, хотя и постепенно вытесняются более современными машинами. Для сравнения, созданный примерно в то же время, советский БТР-60 разошелся по миру серией от 10 до 25 тысяч машин. Компоновка бронетранспортера М113 традиционная для большинства ГТР и БМП разных стран. Трансмиссия и двигатель располагаются в передней части корпуса, место механика-водителя от оси корпуса сдвинуто в левую сторону. Командир БТР сидит по центру боевой машины. В его распоряжении находится башенка для наблюдения за обстановкой. В десантном отделении находятся места для 11 пехотинцев. 10 из них сидят на откидных скамьях вдоль бортов лицом друг к другу, и еще один десантник располагается на откидном сиденье лицом к выходной рампе, через которую солдаты покидали машину. Моторно-трансмиссионное отделение от остальных отделений боевой машины отделено специальной противопожарной перегородкой. При этом экипаж и десант могут свободно перемещаться между отделениями. Корпус М113 изготавливается из алюминиевой брони, специальный сплав с добавлением марганца и магния методом сварки. Сам корпус представляет собой коробчатую конструкцию, за которую бронетранспортер прозвали «утюгом». Толщина брони корпуса М113 составляет от 12 до 44 мм. Лобовая часть состоит из 2 бронеплит толщиной 38 мм, верхняя из которых расположена под углом 45 градусов к вертикали, нижняя 30 градусов. Борта расположены вертикально, верхняя их часть имеет бронирование 44 мм.
Первоначальный вариант бронирования обеспечивал защиту десанта и экипажа от огня стрелкового оружия и осколков снарядов и мин. В лобовой проекции броня держала попадание 12,7 мм бронебойных пуль с дистанции до 200 метров. Борта имеют ниши по всей длине корпуса и собираются каждый из вертикального верхнего листа толщиной 44 мм, надгусеничной полки толщиной 12 мм и вертикального нижнего листа. Кормовая часть корпуса состоит из собственного кормового листа толщиной 32 мм, расположенного под наклоном 9 градусов, и кормовой двери из листа той же толщины, имеющего наклон 8 градусов. Крыша и днище корпуса состоят из листов толщиной, соответственно, 38 и 29 мм. Ходовая часть М113 внешне оставалась неизменной во время всего производства боевой машины. Применительно к одному борту она состоит из 5 обрезиненных опорных катков, двойного обрезиненного ленивца и двойного ведущего колеса. Подвеска всех катков торсионная, индивидуальная. На базовой модели 1960 года амортизаторами были оснащены только первый и последний опорный каток с каждой стороны боевой машины. В качестве силовой установки на машине М113 был установлен бензиновый 8-цилиндровый двигатель Chrysler 75 МВ8 мощностью 209 лошадиных сил. Этой мощности было вполне достаточно для того, чтобы разогнать бронетранспортер боевой массой 10 тонн до скорости 60 км в час при движении по шоссе. На плаву машина могла развить скорость 6 км в час. Движение по водной поверхности осуществляется за счет перематывания гусениц. Запас хода при движении по шоссе оценивался в 320 км. В качестве основного вооружения на бронетранспортерах М113 устанавливался крупнокалиберный пулемет Браунинга, который конструкторы разместили рядом с командирской башенкой на турельной установке, позволяющей ему вести круговой обстрел. Огонь из пулемета можно было вести не только по наземным, но и по воздушным целям. Возимый боекомплект пулемета состоял из 2000 патронов в лентах по 100 штук. В то же время вести огонь по противнику десантники не могли, так как в бортах корпуса отсутствовали бойницы для стрельбы из личного оружия. Большое спасибо всем моим спонсорам, которые продолжают поддерживать мой канал и благодаря которым видео продолжают выходить регулярно. Оформив подписку на мою страничку на Boosty, вы не только делаете благое дело, но и также получаете дополнительный контент обо мне. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео. И также пожертвования вы можете отправить мне на мою карту Сбер. Есть реквизиты в описании. Вьетнам стал местом, где М113 длительно и активно применялся в реальных боевых условиях. В марте 1962 года туда были направлены предназначенные для войск в Европе 32 машины. Это позволило укомплектовать ими 2 полные роты мотопехоты. Первый же опыт боевого применения М113 продемонстрировал высокую эффективность нового вооружения, в том числе высокую подвижность М113, даже когда им приходилось вести бой в малопроходимых рисовых полях. Однако принятая США доктрина использования бронетранспортеров лишь как средство доставки пехоты на поле боя, где она должна была вести бой спешившись, оказалась непригодна. В этом случае пехота утрачивала подвижность и защищенность бронетранспортера и не могла адекватно среагировать на боевую обстановку. Поэтому стандартной тактикой стало ведение боя не спешиваясь, когда командир бронетранспортера вел огонь по противнику из своего пулемета, а пехотинцы вели огонь из личного оружия, стоя в открытом грузовом люке. В войсках вооружения М113 нередко усиливалось путем установки дополнительных вооружений, включавших в себя пулемет Гатлинга М134, дополнительные пулеметы М2 или безоткатное орудие калибром от 57 до 106 мм. Распространена также была установка импровизированных щитков для пулемета командира. В 1971 году южно-вьетнамские войска попытались вторгнуться на территорию Лаоса, где столкнулись с обороной северо-вьетнамцев, усиленной танками ПТ-76 и Т-54. От огня танковых орудий южно-вьетнамцы потеряли довольно много БТР и начали паническое отступление, в ходе которого бросили еще 80 бронетранспортеров М113. Помимо США и Южного Вьетнама, М113 использовались и рядом их союзников, наиболее активно австралийскими и новозеландскими войсками. Первые австралийские бронетанковые эскадроны прибыли во Вьетнам в 1967 году и в дальнейшем использовались в основном в прибрежном районе к юго-востоку от Сайгона.
В австралийских войсках были распространены полевые модификации М113, помимо обычных дополнительного оружия и щитков, включавшие в себя установку башен с британских бронемашин «Саладин». БТР М113 стали последними гусеничными машинами, уничтоженными в ходе этой войны. 30 апреля 1975 года северо-вьетнамские Т-54 ворвались в Сайгон и, сметая все на своем пути, подбили 4 последних М113. Всего для армии Южного Вьетнама из США было отправлено не менее 2500 бронетранспортеров М113. Все они были либо уничтожены, либо захвачены. После поражения Южного Вьетнама несколько сотен трофейных бронетранспортеров М113 встали на вооружение Народной армии Объединенного Вьетнама. Как выяснилось во время войны, М113 уязвимы для огня легких плавающих советских танков ПТ-76, гранатометов РПГ-5 и РПГ-7. Уязвимость машины выявлена сзади и сзади-сверху для ручных гранат и фугасных мин. Бортовая броня не защищает М113 от пуль советского патрона, который использует пулемет КПВТ, противотанковое ружье времен Второй мировой войны ПТРД-41, израильская модификация М113 «Зельда» использовалась в небольшом количестве в Октябрьской войне 1973 года. 87-й разведывательный батальон израильской армии имел на вооружении несколько десятков БТР М113. Его ждала нелегкая судьба. В ходе войны весь батальон был уничтожен. Последние 2 бронетранспортера были подбиты за несколько минут до окончания войны возле египетского города Исмаилия. Известен случай, когда израильский М113 был выведен из строя одной автоматной пулей. Турецкие М113 принимали участие в ходе вторжения на Кипр в 1974 году. Несколько бронетранспортеров было потеряно от огня кипрских танков Т-34-85. Еще, по крайней мере, один был захвачен в качестве трофея. М113 применялись в ходе Ирано-Иракской войны. Перед началом войны у Ирана имелось 575 БТР М113. Известен случай, когда целая дивизия, вооруженная танками и БТР М113, была уничтожена в результате одного удара иракских МиГов. Бронетранспортеры М113 начали поступать в Украину в апреле 2022 года в рамках первых крупных пакетов военной помощи от США и союзников. Изначально многие скептически относились к этим холодновойным машинам 1960-х годов с легкой алюминиевой броней, называя их утюгами, однако уже через несколько месяцев М113 стали настоящим рабочим конем украинской армии. Поставки шли из Соединенных Штатов, более 900 единиц, а также от других стран. Австралии, Дании, Литвы, Португалии, Германии, Нидерландов, включая родственные YPR-765, и позже Италии, которая планировала передать до 400 машин. Общее количество переданных М113 различных модификаций превысило 1500. Украинские военные быстро освоили технику и начали активно использовать ее для доставки пехоты к линии фронта, эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и даже строительства укреплений. На поле боя М113 проявили себя как простые, надежные и крайне мобильные машины, особенно востребованные в условиях позиционной войны и постоянной угрозы с воздуха. Благодаря гусеничному ходу они уверенно передвигались по бездорожью и разбитым дорогам Донбасса, где колесная техника часто застревала. Украинские бригады, в том числе штурмовые и морская пехота, применяли их для быстрой переброски десанта под огнем, а также в качестве боевого такси. Многие машины прошли полевую модернизацию. На них устанавливали дополнительные пулеметы, автоматические турели, системы радиоэлектронной борьбы и даже импровизированные щитки от дронов. Несмотря на слабую защиту от современных противотанковых средств и FPV-дронов, М113 часто спасали жизни экипажа и десанта благодаря живучести и возможности быстро покинуть машину через заднюю аппарель. К 2026 году М113 остается одним из самых массовых западных бронетранспортеров в украинской армии. Хотя потери значительны, визуально подтверждено более 600 уничтоженных или захваченных машин. Российские войска иногда используют трофейные экземпляры в атаках, но украинские силы продолжают активно эксплуатировать оставшиеся машины, ремонтируя их и производя запчасти на собственных предприятиях.
В условиях дефицита современной бронетехники старый утюг продолжает выполнять важнейшие задачи, доказывая, что надежность, простота и количество порой важнее новизны. Таким образом, бронетранспортер М113 стал одним из самых успешных проектов американской военной промышленности послевоенного периода. Выпущенный огромной серией и принятый на вооружение десятками стран, он успешно адаптировался к самым разным условиям ведения боевых действий. И хотя в настоящее время его постепенно заменяют более современные образцы, М113 продолжает нести службу, подтверждая простую истину. Хорошая конструкция переживает свое время. Спасибо, что досмотрели мое видео. Поддержать меня и получить дополнительный контент со мной можно на моей странице на Boosty. Увидимся в новом видео. Пока.